Привет, друзья! Привет с Минска, с Беларуси. Меня зовут Кирилл, и вы снова на канале, посвященном винтажной аудиотехнике. Я приношу извинения, что так долго не выходил в эфир. Это связано с тем, что, к сожалению, сейчас приходится много работать. Сам канал, он у меня не приносит мне ни копеечки. И весь интерес мой – это просто пообщаться с вами, обсудить. Многие звонят, разговаривают со мной по аппаратуре, делают предложения интересных аппаратов. Звоните, пишите, предлагайте. Кому-то я, может быть, чем-то помогу. Пока, конечно, времена тяжелые, и ничего здесь нету присудительного. Но мы все дома, мы можем смотреть YouTube, и я решил не оставаться в стороне, снять ролик, тем более есть очень интересный у меня сейчас аппарат. Он появился у меня буквально на днях. И это, наверное, самый старый аппарат, который у меня был на тесте. До этого у меня была одна Hitachi 79 года. Теперь этот аппарат перенял у нее первенство. Это Aiwa TPR 950. Аппарат 78 года. И по тем временам это топовая модель в линейке Aiwa. Непосредственно эта модель называется TPR 950AH, то есть две буквы AH. И аппарат привезен в СССР примерно в 79-80 году из Ливии. Это отдельная, кстати, интересная история, я вам расскажу попозже ее. И потому что мне рассказал ее сначала бывший владелец его, а теперь я многое новое узнал сам еще. И по тем временам этот аппарат был не дешевый, он стоил $345. Кстати, касательно цены. Я ее для вас озвучиваю, те цены, по которым они продавались, чисто символически, для того, чтобы вы могли сравнить, сколько стоил один там аппарат или второй. Допустим, там Telefunken, стоящий справа в углу Hi-Fi Studio 1, он вообще стоил $750. Но кажется, что это $345, ничего такого особенного нету. Но это по нынешним временам. Я вот нашел такой сайт, где можно ввести год, месяц, сумму, и с учетом инфляции он показывает, какая это сейчас сумма. Так вот, вы не удивляйтесь, на сегодняшний день $345 1978 года – это $1374 нынешних. Потому что инфляция во столько раз уже съела эту цену. То есть вы можете понять, что вам надо сейчас за $1374 заплатить за такой аппарат новый. Вот представьте, тогда вы поймете, насколько дорого он был для людей или не очень. Вот. В принципе, этот аппарат, как я говорю, сделан для Азии, но были варианты для Европы, они назывались 950H. Для США также были варианты, они назывался 950C. Он, конечно, был на 120 вольт. Для Великобритании аппарат назывался 950E. Он был с такими разъемами стандарта DIN, то есть пятиштырьковыми входами, выходами и такими другими разъемами подключения выносной акустики. Они по-другому выглядели. Я, в принципе, могу вам показать, как это выглядит на 950Е. Сейчас, секундочку, выключу свет. То есть, вот такие разъемы. В нашем же я потом покажу разъемы стандартные, современные, пальчиковые, на что удобнее. Раньше, ну, допустим, в Telefunken Hi-Fi Studio тоже такие разъемы, которые вот справа стоит. Естественно, была версия и для внутреннего рынка Японии. И вот она отличалась в названии не только буквами, но, как они обычно это делают, и цифрами. Она называлась TPR 820. Естественно, она была 100-вольтовой, с другим диапазонами частот, где только был AM и FM. А также в ней не было вот этой планочки. Вот здесь, видите, такие пластиковые наконечники, и между ними металлическая трубочка вставлена. Как будто защищает клавиши. Так вот, там планочки не было. И вот на этих местах, вот здесь, были две кнопки.
на одной кнопке было вот здесь Rec Mute. Здесь вообще такой кнопки нету. А на второй была кнопка Tuner Standby. То есть тюнер в режиме ожидания, связанный с таймером. Про таймер тоже отдельно есть. Здесь тоже вот слепуш, такая кнопочка механическая есть, интересная. Но там было вот здесь вот таймера, кнопка в режиме ожидания таймера. Ну, вот эта именно азиатская версия отличалась еще и от европейской. И японской в том, что в версии AH, в этой версии, не было, вот здесь не было еще одной кнопки, одного индикатора, пикового индикатора. Здесь пиковый индикатор один, а там их два. А также не было подсветки шкалы приемника. То есть там на вот этой кнопочке, здесь написано Tune и BAT, там еще было Light написано. И когда вы нажимаете проверку батареи и тюнера, настройки, я покажу, как это настраивается потом, когда буду тюнер показывать, здесь загоралась лампочка, здесь ее нету. Также здесь написано Full Automatic Stop, там было написано о том, что этот магнитофон снабжен ферритовой головкой. Честно говоря, вот в этом аппарате AH то ли просто нету надписи, то ли нету ферритовой головки, я не разобрался. Потому что ферритовые головки по тем временам очень дорогая вещь, и ими использовались только на топовых аппаратах. Думаю, что в принципе она здесь есть, просто надписи по-другому реализованы на самом деле. Здесь были иные наклейки, кстати, поклеены в тем временам. Но что интересно, кстати, в этом аппарате, совершенно во всех версиях исполнения, что я перечислил, этот аппарат был только в такой цветовой гамме. Вот только так вот был исполнен. На дворе был все-таки 78 год, и, наверное, маркетологи еще не руководили инженерами. И внутреннее содержание аппарата было намного важнее, чем его внешний вид. Ну, динамики здесь тоже 16 сантиметров, как во всех топовых аппаратах того времени. Есть также твиттеры 5-сантиметровые. И весит он 6,5 килограмм без батареек. То есть достаточно увесистая такая модель. Он достаточно большой, крупный аппарат. Вот я первый раз, честно говоря, настраивая камеру, так далеко ее поставил, чтобы он влез в кадр. Вот по высоте, вот если вы видите 575 шарп записи, он как бы выше там 700-го значительно, 800-го вообще намного выше. Он ниже этого аппарата, даже без ручки открытой, видите? Вот, но аппарат достаточно крупный, большой. Потом он динамики такие маленькие на нем кажется. Давайте-ка я поставлю вам кассету, чтобы вы рядом поняли, какого он размера. Вот кассета у меня есть. То есть видите, насколько он большой. Что интересно, на динамика стоят вот здесь специальные такие пыльники. Их вот, они прозрачные, их не видно, но это такая мелкая-мелкая сеточка. Такая, ну не знаю из чего, ну полиэтилен видно какой-то или что-то подобное. И благодаря этому динамики очень защищены диффузоры от внешнего воздействия. И даже вот в этом экземпляре, после 42-летнего использования, они так как новые выглядят и звучат просто убойно. Это отличный, кстати, вариант. Потом уже в 80-х многие делали, там, допустим, ну, к примеру, вспомнить, там, 800-й, да, там поролон был просто, который со временем осыпается, высыхает. То здесь с этими ничего не происходит. То есть материалы использовались намного более дорогие. И визуально, видите, светлые пыльники, и они там видны. Вот что интересно, я вам хотел про про азиатский вариант написать. Вот здесь вот наклеечка есть. Я вам ее сейчас, чтобы не увеличивать, покажу. Она у меня есть снятая на планшет. Вот так она выглядит. Видите, там такой интересный атом внутри, и по-арабски что-то написано. Наклейка, кстати, видно, что приклеена очень качественно. Ее отодрать, ну, нереально.
То есть обычно что попало, так не клеится. То есть никуда не тратятся деньги. Вот. И там есть, конечно, эта надпись, стало очень мне интересно, что ж там написано, черт возьми. Мне говорил хозяин, что он с Ливии ее привез, но я послал своему знакомому, у него есть друг араб, и он мне перевел, что там написано. И там написано: «Да здравствует ливийская джамахирия». Джама по-арабски мечеть. По всей видимости, это государственный акциз-стикер для контроля рынка радиоаппаратуры. Вот как это работало при Каддафи. Мы только привыкли такое видеть на алкоголе, на сигаретах, а тут на радиоаппаратуре. Представляете? Только по этому стикеру я понял, что, во-первых, аппарат сделан специально для азиатского региона и непосредственно для Ливии. И, как оказалось, такие акцизы для контроля за рынком использовались достаточно широко. Потому вот эту историю я даже не стал снимать, когда его мыл. И, вы знаете, это его изюминка. Вот такой вариант. Да, позже эта модель, конечно, она модернизировалась. И ее продавали уже под моделью 945, 955, 985. Японский вариант назывался CS-CS-80. Они все внешне очень похожи на нее, но это уже, будем говорить, другая история. Основоположником эта магнитола как раз стала основоположником этого ряда магнитол, потому что это очень была удачная модель. И действительно, когда вот я ее первый раз увидел, да, красивая, да, интересная, да, старая, 78 год. Но вы знаете, я ее включил и думаю, ничего себе, сколько баса. Она действительно звучит очень-очень достойно. И я вам вот рассказывал про, допустим, вот там стоит 575-й Sharp в первозданном виде. И он звучит хуже. Не поверите. Да, они по высоким, по средним они близко, но басов однозначно в этой магнитоле больше. И, конечно, это 78 год, здесь что-то там требовать от кассетной деки трудно, потому что воспроизводимые частоты, если я не ошибаюсь, металлок, пленки еще не было тогда производители об этом не думали, не делали даже переключатели на пленку металла, это где-то с 80-го года пошло примерно. И требовать что-то особенное было трудно. Но я просто на линейный вход, вот аппарат 78 года, линейный вход подключил MP3-плеер, и она заиграла так, неожиданно классно. Радио работает прекрасно. Вот у меня дома я определяю магнитолы, если они, будем говорить, вы видите здесь две антенки, вот, если они, не выдвигая антенну, хорошо радио ловят, то это хорошо. Это я считаю отличным вариантом. Допустим, Шарпы, они почти все так хорошо ловят. А остальные аппараты в большинстве надо антенны выдвигать. То здесь антенны выдвигать не надо. Он очень хорошо ловит. Наверное, перейдем уже к конкретному этому аппарату описанию. Кстати, хотел показать вам, как выглядела его рекламная листовка в США. Вот так выглядела его рекламная листовка. Это в США, а вот каталог японский за 78 год. И вы видите, что в центре этот аппарат, рядом уже аппараты второго уровня. Всегда так в каталог распоряжались. И очень интересная еще вещь, которую я решил вам рассказать. В Японии, особенно в Японии, по тем временам, когда выходила новая модель, к ней выходило очень много различного оборудования. Как минимум, это были динамики оригинальные, внешние.
которое можно подключить к любой магнитоле, микрофоны, кассеты, естественно, и стойки. То есть почти во всех топовых аппаратах каждой модели было отдельно можно приобрести стойку. Вот как выглядела стойка под этот аппарат в Японии. То есть можно было докупить акустику Айва, подключить на внешние источники. Здесь, видите, у вас подпластиночки какие-то, будем говорить, места. Здесь я, наверное, думаю, это дополнительный усилитель под пластинку. Кстати, японская версия фонокорректором снабжалась, а вот европейская и вот это в том числе фонокорректора нету. Вот такие стойки есть почти под все топовые аппараты того времени. Японские, конечно. Ну, что вам показать здесь? Давайте начнем. Начнем сверху. Во-первых, две антенны. По тем временам это была норма для аппарата, две антенны. И они оригинальные здесь сохранились. Вы видите, кстати, в этом аппарате оригинальные антенны. Можно определить у них белый набалдашничек. Проверки батарей и настройки тюнера. По настройке тюнера. Вот сейчас здесь играет какое-то радио. Немножко в кадр влезу. Давайте я вам немножко увеличу, чтобы вам было лучше видно. И когда я нажимаю на эту кнопочку, вот как Hi-Fi Studio в Телефункине, здесь можно настраивать. Видите правую стрелочку? Чем лучше прием, тем она вправо больше наклоняется. Видите? Здесь чисто батарейка. Так вот, в некоторых версиях здесь еще была подсветочка. Простая лампочка, была подсветочка и так далее. Здесь переключатель Tape или Power Off выключен, радио и линейный вход. Линейный вход прекрасно работает здесь, отличный вообще вариант. В том числе была кнопочка расширения стерео. Сейчас немножко тише сделаю. Моно, стерео и white. Кнопочка FM стерео в режиме Light In или в режиме магнитофона загорается, она показывает, что Power включен, он включен. В режиме радио она просто показывает FM стерео. Естественно, шкала стандартная, FM, SV1, SV2 и длинные волны. Здесь кнопочка подстройка частоты, автоматическая постройка частоты APC на нашем, или AFC. Переключение диапазонов. Очень такой большой, красивый набалдашник по настройке радио. Он даже, по-моему, металлический, могу ошибаться, с черным металлом, но судя по тому, что за 42 года он как новый, мне кажется, он металлический. Здесь кнопочка называется Sleep Push, то есть это таймер отключения. В таком режиме при остановке кассеты он выключится автоматически, должен включиться. Ручной уровень записи, он разделен здесь на два. Кнопочка автоматический или ручной уровень записи, то есть можно переключить на автоматический и никаких проблем. Переключение типа пленки Normal Chrome. По тем временам было только такое. Тут баланс, естественно, вправо-влево. Кстати, такой натяжечкой крутятся резисторы. Бас, высокие, громкость и кнопочка Loudness. Очень сильно изменяется звук loudness. Вот, допустим, white, стерео white, расширение стерео. Она изменяется звук, но не существенно, если честно. Но эта кнопка просто золотая. Нажимаешь loudness, и он играет намного интересней. Два, заметьте, индикатора стрелочных. Они, кстати, такого не крупные, такие маленькие достаточно. Будем говорить, экземпляры. Посередине там есть пиковый индикатор,
показывающий достижение плюс 5 дБ. 2 микрофона, счетчик, 2 твиттера 5-сантиметровых. Очень интересный кассетоприемник. Сейчас открою, вам покажу. Посмотрите, как сделано. Здесь стекло, и кассета, она видна полностью. Хотел вам светлую кассету какую-нибудь поставить. О, сейчас поставлю светлую кассету. Посмотрите, как видна вся кассета. Видите? Красиво очень, за стеклышком. Здесь вообще просто стекло сверху. Здесь металлическая накладка. Если ее открутить, то снимается это целиком крышка кассетоприемника. Что очень интересно, вот здесь вот стеклянная отдельная окошечко. Я такие окошечки видел только на аппаратах, оборудованных автореверсом, когда эта функция только появилась, и было вот интересно наблюдать, особенно у Toshiba, как эта головка переворачивается и поднимается потом вверх. Здесь, что интересно, просто видно, что головка поднимается. Для чего вот сделали такой вот, будем говорить, видите, там видна кассета даже внутри. Для чего сделали такое окно, мне непонятно. Ну, видна кассета, и как головки поднимаются. Касательно ленты протяжки. Она здесь полностью механическая. В 1978 году у Айвы еще не было поиска по паузам. Заметьте, что интересно, у Sharp был поиск по паузу, не было вот такого медленного открывания кассетоприемника. Там, в 303-м она вываливалась, или 91. Здесь она плавно открывается. Кнопки металлические, из толстенного просто металла. Благодаря этому они сохранились как новые. То есть за 42 года вообще никакого износа. Да их поцарапать, наверное, нельзя. То есть таким образом работает. Давайте я вам поставлю кассету. Так. Кстати, это интересная очень музыка. Группа немецкая Flash Club Dresden 1984. Я думаю, что это год ее основания, 1984. Играет в таком интересном стиле. Познакомился я с этими ребятами через интернет. Они большие любители магнитол. И там в Германии, кстати, участвуют они. Уже я как минимум видел на их канале 7 раз участвовали в, будем таким говорить, выставках, немецких выставках любителей винтажных бумбоксов. Бумбокс такой пати. И я вам сделаю ссылку на их канал внизу под видео. Я советую, посмотрите, у них есть и интересные аппараты, а также посмотрите, как это проходит в Германии, такие подобные фесты, как вот у нас прошли в Минске в декабре. Я вам показывал видео по нему. Потому они мне любезно разрешили использовать их музыку в своих видео, потому им большая благодарность. Играю в стиле такой брейкбит. Как я говорил, в нем нету поиска по паузе, но есть подмотка. То есть вы можете вот подмотать вот таким образом. Видите? Перемотки тоже очень быстро мотает, очень хорошо все. Работает отлично. Пробовал записывать, записывает с микрофона, записывает. Пауза такая маленькая кнопочка специальная, просто ей мало пользуешься. Play самое большое, прекрасно. Ну вот посмотрите немножко, как он работает. В принципе,
Кстати, интересная группа, послушайте, там их есть клипы. Клипы этой группы, там у них есть на канале у них очень интересный такой стиль. Ну, что еще вам показать? Да, забыл показать. Здесь подключение наушников еще есть. Давайте посмотрим его с другой стороны. Выключим. Включим. С этой стороны, в принципе, только питание, больше ничего нету. Сзади вот батарейный отсек и описание магнитолы. Сейчас немножко крупнее сделаю, чтобы вы могли прочитать. Некоторые просят, интересуются, что на магнитоле пишут. Вот такой версии вы видите 950А, и вот здесь написано TPR 950AH. Почему такая его пишет, неизвестно. Но вот здесь есть, смотрите, зато есть 220 и 110 вольт переключатель. Обычно в японских вариантах, японской версии только 110 вольт. Еще один интересный, важный аспект, я тоже такое редко встречается. Вот здесь есть подключение внешней антенны, видите, прямо в самом видном налобном месте. Обычно это сзади. И вот здесь такой переключатель между внешней антенной и вот этой родной антенной. Видите, нарисован даже вариант. С этой стороны тут сверху подключение микрофонов, потом линейный вход, линейный выход, выход на акустику и подстройка частоты для записи с приемника. Так называемый у Sharp назывался Bin Cancel. Здесь он называется функция OSC. Вот такой вот интересный очень аппарат. Действительно редкий, действительно старый и очень удачная модель по мне. И в первую очередь, кроме того, что это такой классический бумбокс с двумя динамиками и двумя индикаторами и кассетой посередине, механическими кнопками толстенными такими, так он еще и вдобавок имеет линейный вход. Для современной аппаратуры очень классно подключить и слушать его, наслаждаться. Вот это все, кстати, сделано. Вот это вот металлическое. Вот это металлическое. Вот это вся панель металлическая, алюминиевая. Накладочки вот эти все металлические. То есть, вот раньше делали вещи, да. Вот смотришь и думаешь, как тогда это делали? Когда ты понимаешь, что на нынешние деньги он стоил 1300 с лишним долларов, тогда, может, становится понятно. Спасибо, друзья. Я очень рад каждому вашему комментарию. Мне очень важно ваше мнение. И подписывайтесь на канал мой, потому что я вижу по статистике, что где-то 90% просмотров это без подписки. И когда вы подпишетесь, к вам будет приходить сообщение, что я снова с вами и снова записал для вас новое видео. Если вам нравится, ставьте лайк. Всегда рад вас слышать, видеть. Пишите на e-mail, который указан под почту, если у вас есть вопросы, предложения. Со всеми рад поговорить. Позвоните по Viber, WhatsApp. Я обязательно с каждым поговорю. Спасибо, друзья. Оставайтесь со мной.